Канал Валерия Табакова представляет «Дело Зинченко. Препятствия, жлобство и запрос на аудиозапись суда». Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Я юрист Валерий Табаков, и на своем YouTube-канале я освещаю резонансные судебные процессы в Украине и, в частности, дело Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сегодня 23 октября 2025 года, и я хочу рассказать вам о препятствиях, с которыми я столкнулся, и о моем решении подать запрос на доступ к публичной информации для того, чтобы получить аудиозапись судебного заседания от 21 октября. Каковы обстоятельства ситуации? 21 октября 2025 года в Шевченковском районном суде города Львова состоялось очередное заседание по делу Зинченко. Я, как юрист и блогер, стремлюсь обеспечить прозрачность этого процесса и информировать общество о соблюдении или нарушении прав обвиняемого. Однако группа поддержки Зинченко, которая также присутствует на заседаниях и ведет видеофиксацию, к сожалению, разделилась на две части. Одна из этих частей под руководством Татьяны Мусихиной негативно отреагировала на мое обращение в международные правозащитные организации, такие как Amnesty International, с просьбой обратить внимание на возможные нарушения в деле. В результате Татьяна Мусихина отказала мне в предоставлении копий видеозаписи заседания от 21 октября, ссылаясь на свое право. Более того, она считает, что мое обращение к правозащитникам может повлечь ухудшение условий содержания Вячеслава Зинченко в СИЗО. Я полагаю, что такой отказ и позиция Мусихиной могут быть попыткой манипулирования моей правовой позицией, направленной на защиту прав обвиняемого. Я не понимаю провинциального жлобства и, оценивая ситуацию, задаюсь вопросом, чем позиция и поведение Мусихиной отличается от позиции и поведения Софии Особы. И еще, друзья, чуть позже я поведаю о деяниях Мусихиной, просто не сейчас, а чуть попозже. Вы узнаете, друзья, кто перепродает футболки с фото обвиняемого с получением прибыли от использования благотворительных средств, а также кто, получив немалую сумму денег от спонсора, предназначенных для адвоката, распорядился этими средствами не по назначению после принятия решения о том, что договор с адвокатом подписан не будет. Друзья, когда вместо совместной работы ради справедливости и прозрачности создаются барьеры и ограничивается доступ к информации теми, кто изображает из себя сторонников Вячеслава Зинченко, это вредит общему делу и подрывает принципы открытости, которые мы все должны поддерживать. Кроме всего прочего, известно, что в части группы, называющей себя группой поддержки Вячеслава Зинченко, вместе с Мусихиной состоят жена оперативного сотрудника СБУ, сообщившая о том, что за 2 дня до убийства Фарион СБУ отменила слежку за ней, а также сотрудница Львовского СИЗО, которая заявляет, что очень хочет помочь Вячеславу. Друзья, делайте выводы самостоятельно, а мы пойдем дальше. С юридической точки зрения, видеофиксация открытого судебного заседания законна. Это право закреплено в статье 27 Уголовного процессуального кодекса Украины и в статье 11 Закона о судоустройстве и статусе судей. Отказ Татьяны Мусихиной в предоставлении копий видеозаписей может быть основан на авторском праве,
статья 8 Закона об авторском праве и смежных правах, что юридически допустимо, однако с этической точки зрения такие действия вызывают вопросы. Если мы все стремимся к справедливости и прозрачности в деле Зинченко, подобное жлобство и попытки повлиять на мою позицию по защите прав обвиняемого противоречат принципам солидарности и открытости. Мое обращение в международные правозащитные организации – законный и этичный шаг, предусмотренный статьей 55 Конституции Украины. Оно направлено на защиту прав Зинченко и контроль за соблюдением стандартов справедливого суда. Опасения Мусихиной, что это может ухудшить условия содержания Зинченко в СИЗО, не имеют правового обоснования, поскольку правозащитные организации, такие как Amnesty International, работают на улучшение условий содержания и защиту прав, а не наоборот. Попытка ограничить доступ к материалам под этим предлогом выглядит как манипуляция, которая вредит общему делу. Чтобы обеспечить доступ к материалам и продолжить объективное освещение, я решил подать в Шевченковский районный суд запрос на доступ к публичной информации, а именно копии аудиозаписи заседания от 21 октября 2025 года. Согласно закону Украины о доступе к публичной информации, аудиозапись открытого судебного заседания является публичной информацией, и я, как гражданин и блогер, имею право ее получить. Сейчас я покажу текст этого запроса на украинском языке, чтобы вы могли убедиться в прозрачности моих действий. Запит на доступ до публічної інформації до Шевченківського районного суду міста Львова від Табакова Валерія, юриста, що висвітлює хід судового процесу на YouTube-каналі. Адреса, телефон, електронна пошта. Про надання копії аудіозапису судового засідання. Відповідно до статей 1, 5, 19 Закону України про доступ до публічної інформації, прошу надати мені копію аудіозапису судового засідання від 21 жовтня 2025 року у кримінальній справі номер, яка розглядається у Шевченківському районному суді міста Львова. Я, Табаков Валерій, висвітлюю хід цього судового процесу на власному YouTube-каналі з метою забезпечення гласності та громадського контролю за дотриманням принципів справедливого судочинства. Аудіозапис необхідний для підготовки матеріалів, що інформують громадськість про перебіг справи та можливі порушення прав обвинуваченого. Прошу надати копію аудіозапису в цифровому форматі шляхом надсилання на електронну пошту. Зобов'язуюсь використовувати отриману інформацію виключно в цілях, що не порушують права учасників судового процесу та норм чинного законодавства України. Дата 23 жовтня 2025 року. Підпис Табаков Валерий. Этот запрос я направлю в суд сегодня, 23 октября 2025 года, и сообщу вам о результатах на канале. Моя цель не только получить доступ к материалам, но и показать, как важно отстаивать прозрачность и справедливость, несмотря на провинциальное жлобство и попытки манипулирования со стороны части группы поддержки. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете принципы гласности и хотите видеть больше материалов о деле Зинченко, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео. Если у вас есть информация
или комментарии по делу, пишите в комментариях. Я ценю ваш отклик. Вскоре я расскажу больше о действиях группы, руководимой Мусихиной, так что следите за обновлением. Ваши донаты могут быть приняты по реквизитам, указанным в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Вместе мы можем делать судебный процесс более открытым и реально защитить права обвиняемого. Спасибо, друзья, за внимание и до встречи в следующих видео.